Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Джихан больше не сможет скрывать чувства, которые он подавляет в своем сознании из-за страха потерять Алью. Пока Аля готовится уйти, он прислушается к своему сердцу и скажет ей, что любит ее, и как отражение этого чувства он поцелует Алью в губы. Этот поцелуй не будет односторонним, Алья отдастся любви, которую она таит в глубине своего сердца, и ответит взаимностью. Потому что, хотя Алья и хочет уйти, на самом деле она будет ждать повода остаться. Признание Джихана поможет Алье выбраться из тупика, в котором она находится. Любовь Джихана снова тронет сердце Альи. Этот неожиданный поцелуй и последующие слова любви откроют новую эру в их жизни. Алья больше не будет жертвовать своим сыном или своей любовью. Вместе с Джиханом они нарисуют новую дорожную карту для безопасности Денис. Джихан, который не дал Алие уйти, теперь пообещает, что они будут семьей. Алия больше не будет равнодушна к решимости и любви Джихан. Она полностью откажется от ухода и останется с Денис и Джихан. Однако они будут очень щепетильны, решая, где они будут вместе. Джихан подумает, что особняк – лучшее место с точки зрения как безопасности, так и целостности семьи. Он решит вернуться в особняк с Денис, убедив Алью. Это решение полностью перевернет планы Майн с ног на голову. Майн станет свидетелем того, как Джихан и Аля входят в особняк рука об руку, пока она готовится стать хозяйкой особняка, воспользовавшись уходом Алии. Ее сердце будет разбито, ее гордость будет уязвлена, и она полностью потеряет надежду на Джихана. Майн, у которой есть надежда, несмотря на то, что Джихан много раз ее отвергал, будет полностью омрачена возвращением Алии. Джихан скажет Мине в лицо: «Убирайся, тебе больше нет места в этом особняке», и вышвырнет ее. Садакат Ханем будет противиться этому решению, она будет защищать Мине, но гнев Джихан не утихнет. Садакат Ханем будет умолять Джихан в слезах, но тщетно. Мине покинет особняк, утопая в слезах. Однако этот отъезд не будет ее отъездом, чтобы никогда не вернуться. С накопившимся внутри нее гневом она пойдет к Экмелю и объяснит, что Баран – ее биологический сын, а Денис – ее внук. Этим шагом она нарушит все равновесия, пытаясь отомстить Джихану. Заявление Мине станет поворотным моментом для Экмел. Она и столкнется с тем, что убила своего биологического сына, и узнает, кто ее внук. Она будет переполнена большим раскаянием и гневом. После того, как она попадет в тюрьму, она снова постучит в дверь особняка Садакат Ханем. На этот раз ее целью станет Денис. Однако Джихан и Садакат Ханем на этот раз будут настроены очень решительно. Джихан начнет собирать доказательства, чтобы доказать вину Экмел и отправить ее обратно в тюрьму. Хотя Экмел кажется свободной снаружи, она больше не сможет двигаться так же свободно, как раньше. Шахин все еще не будет знать, что ее отец Экмел несет ответственность за смерть Барана. С игрой, устроенной Экмел, будет считаться, что Надим убил Барана. Шахин, который успокоился из-за этой фальшивой информации, больше не будет скрывать свою любовь к Наре и тайно женится на ней. Этот брак, который они заключили, не зная правды, в будущем будет покороблен под тенью игры Экмел. Когда правда выйдет одна за другой, Шахин отречется от своего отца и встанет на сторону Джихан. Он захочет начать новую жизнь с Нари. Может быть, он не вернется в особняк, но они установят новый семейный порядок в своем доме, взяв с собой Фидан Ханем. Фидан Ханем будет испытывать огромное сожаление из-за того, что не могла увидеть истинное лицо Экмела в течение многих лет. Она примет суровое отношение к Экмелу и не захочет жить под одной крышей с этим человеком, который является убийцей ее сына. Она поддержит их новую совместную жизнь с Нари, приняв сторону Шахина. Садакат Ханем будет сильно реагировать на брак своего внука, но когда она увидит отношение Шахина к своему отцу, она со временем смягчит свой гнев. Ипек больше не будет скрывать свою любовь к Кае. Она внезапно поцелует Каю в губы. Хотя Кая не может устоять перед этим поцелуем, она сначала не отреагирует. Однако со временем она будет впечатлена живым характером Ипек и захочет проводить с ней больше времени.
Хотя она не может полностью забыть Зерин, она попытается открыть новую страницу в своем сердце с присутствием Ипек. Зерин будет потрясена, когда увидит этот поцелуй, и ее сердце снова разобьется. Как только она отвернется, она заметит Демира, который собирается выстрелить в Каю. Она прыгнет под пулю, чтобы спасти Каю. Она спасет жизнь Каи, согласившись быть с ним до конца своей жизни, как того потребовал Демир. Эта жертва усилит противоречия внутри Зерин. Она застрянет между своей любовью к Кае и угрозой Демира. Отныне он будет принимать решения, думая не о своих собственных чувствах, а о жизнях других. Это решение обречет Зерин на плен, но также спасет жизнь Каи. Поскольку госпожа Садакат боится, что ее внуку причинят вред, ее отношения с детьми станут еще более напряженными. Ее гнев по отношению к Алие не утихнет, но со временем она поймет, что она только старается о благополучии Денис. Однако стресс и печаль, которые она испытывает, будут давить на ее сердце. Ее тело больше не сможет выдерживать это бремя. Вероятность того, что она столкнется с серьезными проблемами со здоровьем, такими как сердечный приступ или инсульт, возрастет. Этот кризис, который она переживает, станет переломным моментом для ее семьи, чтобы снова объединиться. В результате Джихан и Алия заплатят большую цену, чтобы защитить свою любовь. Однако враги, секреты, прошлые ошибки и игры разума будут постоянно испытывать их. Эта любовь изменит не только их сердце, но и их судьбы. Ни Денис не останется в безопасности в одиночку, ни Джихан и Алия не смогут легко вступить в мирную жизнь. Но несмотря ни на что, они будут бороться вместе, потому что теперь они будут семьей. На данный момент мы подошли к концу очередного анализа. Вы можете поделиться своими ценными мнениями в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления для получения новых видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.